Всем привет! Двухтактный лодочный мотор Tohatsu 18 приехал к нам из Японии. Владельцу он обошелся вместе с доставкой в 42 тысячи рублей. Он ждал его 2 месяца, но это того стоило. Мотор приехал в родной коробке, у него длинная нога, ногу нам нужно будет укоротить. Румпеля нет, но это не проблема, его можно установить. Мотор в Японии продавался как новый, 1989 год выпуска. Хранился в коробке и дожил до наших дней в очень хорошем состоянии. К мотору прилагаются набор инструментов, шнурок аварийного запуска, инструкция по эксплуатации на японском языке с техническими характеристиками мотора, сервисная книжка, в которой отмечается каждое гарантийное обслуживание мотора. Все страницы пустые, никаких отметок здесь нет. Наверное, мотор еще на гарантии. Есть фирменный чехол для колпака. Интересно, почему сейчас они перестали давать их вместе с моторами? В то время моторы Tohatsu выпускались такого бежевого цвета. Я точно не знаю, с какого и по какой год был этот цвет у моторов. Предыдущий цвет был синий, а следующий после бежевого был коричневый. Затем стали красить в темно-фиолетовый цвет. Это цвет моторов Tohatsu и по сей день. Все расходники подойдут на эту старую модель от нового мотора, если потребуется ремонт. И даже некоторые китайские запчасти. Китайцы взяли эти моторы и сделали из них 20 лошадиных сил, увеличив объем цилиндров. Проблем с этими китайскими моторами в целом нет, за исключением главного недостатка – отсутствия ремонтных поршней. А на наш старый Tohatsu мы можем без проблем установить от современных моделей новые поршни, новые кольца или перегильзовать цилиндр, если найдем гильзу. Мотоголовка и редуктор у нашего старого и у нового двухтактного Tohatsu абсолютно одинаковые. Это большая удача найти мотор в таком состоянии. При правильной эксплуатации, обслуживании он безотказно будет работать очень долго. Масло в редукторе чистое, новое. По запаху точно такое же, что заливают сегодня в редукторы новых моторов Tohatsu. Конечно, масло за все время, скорее всего, потеряло свои свойства, но для пробного запуска сгодится, ничего криминального не случится. При разборке редуктора масло мы будем сливать, а после сборки зальем свежее. В топливном фильтре засохшее масло, которое осталось после испарения бензина. Каждый лодочный мотор на заводе проверяют, и всегда немного бензина остается в топливном фильтре. Скорее всего, придется почистить карбюратор, если там тоже осталось масло, и оно могло забить каналы или жиклеры. Мы протянули все болты,
Со временем прокладки ужимаются, и в принципе протяжка требуется для любого нового мотора, как китайского, так и японского. Аккуратно, только надо газанет же, блин. Вот я попробую выскочить. Передачу уже отключи. Можешь показывать вот так аккуратно? Ага, карбюратор грязный. Мотор работает без шумов. Все системы работают нормально. По ощущениям, здесь стоит термостат. Карбюратор нужно будет почистить вместе с топливной системой. Будем проверять компрессию. Давай. Хватит. 10 на нижнем цилиндре. Тоже 10. На этой старой модели в шлангах нет клапанов для перекачки масла. А клапан здесь встроен прямо в штуцер. На новых Тахацу клапаны устанавливаются в шланге. Редуктор в отличном состоянии. И это уже не удивительно. Мотор новый, даже не прошел обкатку. В редукторе отсутствует стружка. Когда мы обкатываем мотор, сливаем масло после 10 часов обкатки, масло сливается со стружкой. Но здесь даже стружки нет.
Хотелось взять горелку, что-нибудь поджечь, но не пришлось. Все разбирается от руки. Кнопка стоп здесь обычная, старого образца. При нажатии мотор глохнет. Здесь нет чеки безопасности. Потом перешли уже на кнопки с аварийной чекой безопасности. Можно заглушить двигатель также при нажатии, либо если требуется срочно заглушить мотор, вынимаем чеку, мотор глохнет. На этот мотор можно без проблем установить кнопку с чекой безопасности. Откручиваем и устанавливаем новую кнопку. Также на этом моторе карбюратор старого образца, как на Yamaha. Это Yamaha 9915D, предыдущая модель. И у них одинаковые карбюраторы. У Tohatsu и у Yamaha. Но только внешне. Внутри карбюраторы все же отличаются, а вот внешне очень похожи. В то время производитель карбюраторов делал их для Yamaha и для Tohatsu. С этой стороны установлен топливный насос на Tohatsu, и у Yamaha тоже с этой стороны топливный насос. Маркировка на насосе одинаковая. Позже Tohatsu перешли уже на другой тип карбюраторов, которые устанавливают и по сей день. Топливный насос уже с другой стороны. Ногу сняли, пилим, варим, укорачиваем. Это поддон с этого мотора. И вот такой интересный момент. Это выхлопная труба. Обычно, когда мы разбираем, выхлопная труба выглядит вот так. Это точно такая же труба от мотора Tohatsu 9918. Она грязная, черная, вся в нагаре. Понятное дело, что за время эксплуатации налипает толстый слой. Мы постоянно пачкаем об нее руки. Вот как это выглядит. Здесь же выхлопная труба чистая, как будто ее только что почистили. Это еще один показатель того, что мотор абсолютно не работал. На заводе его запустили, положили в коробку, и больше мотор не эксплуатировался. Укоротили вертикальный вал, нарезали новые шлицы. Укоротили тягу переключения передач и собрали редуктор. Нога готова и можно собирать мотор. Как всегда, мы обрабатываем сварочные швы и красим место сварки для эстетичного внешнего вида. Весь процесс остался за кадром. У нас на канале уже есть много отдельных фильмов про укорачивание моторов. При сборке используем желтую смазку, чтобы не выделялось и было под оригинал. Спасибо ВМП Авто за то, что нам ее прислали. На многих деталях есть надпись Japan. Интересно, почему на фиолетовых Tohatsu эти надписи почти пропали? Там, где солнце начинает свой путь, там, где изящество рождает цветы сакуры, а мощь скрывается во взмахе катаны, берут свое начало безупречное исполнение и совершенное качество лодочных моторов Tohatsu.
Мотор готов. Стоимость выполненных работ в сумме 13 тысяч. Как вы думаете, изменилось ли качество моторов Тахацу с того времени? Оставляйте свое мнение. Всем пока!